Всем привет! Вот имеем такой маленький двигатель. Мне пришла такая идея сделать с него маленький станочек, так как маленький двигатель. Как вижу по надписи, насос центробежный мотоблочный. Но факт тот, что от водяного насоса какого-то. Я проверил, он рабочий. Ну что, делаем. Ну вот, получился у нас такой каркасик вместо столика, так как у нас есть столик. Вот этой трубкой будет крепиться наш каркасик к столику. Эта трубка будет входить в середину. И при необходимости мы сможем выдвинуть наш станочек вперед и работать с ним. Для того, чтобы не вылетала наша трубка, мы приварили такую пластиночку. И для фиксации приварили гайку и сделали такой вот болтик. Мы вставляем, болтик этот прижимаем, у нас не вылетает. Плюс, сколько нам надо, мы выдвинули и зафиксировали. Так же само, когда и задвинули до конца, зафиксировали. Вот такой каркас. Ну что, продолжаем. Берем наш войлок и делаем с него заготовки для нашего полирольного станка, так сказать, насадку для нашего станка. Войлок будем рубить на кружки вот таким способом. Я заточил обойму подшипника и будем вырубливать кружочки. Итак, вот мы вырубили 12 кружочков из войлока с помощью пресса. Теперь делаем по центру отверстия и надеваем их на наш двигатель. Выбили, сделали отверстие по центру в нашем войлоке. И теперь все монтируем по своим местам. Надеваем такие шайбочки, они как раз нам подразумевают.
Так, установили наш войлочок. Сейчас подключать будем электрическую часть, а потом будем устанавливать на наш столик и проверять. Решил поставить вот такой включатель. Думаю, приделать вот так его здесь, под руку, чтобы было удобно. Так, проводочки перекинули, чтобы здесь они не мешали нам. Делаем отверстие для того, чтобы закрепить наш включатель. Внутри нигде у нас нету конденсатора. Без конденсатора он сам не будет раскручиваться. Вот я нашел такой конденсаторчик и попробуем мы его подключить. Ну вот, слегка подкрасили, окультурили наш моторчик, наш, так сказать, полирольный станочек. Давайте теперь попробуем его установить. Ну вот, наш столик, как я говорил, на нем уже установлен один станочек. Так вот, я хочу на этот столик установить еще и полирольный станочек. Поэтому он у меня и выдвижной, и поэтому я не делал столика второго. Вот так, как я и говорил, он всовывается. Он так будет всегда стоять, и все. А если надо, мы его можем выдвинуть, и с ним будет удобно работать. И сколько хочешь. Можешь столько, можешь побольше, можешь меньше, а можешь вообще не выдвигать. И вот этим болтиком он фиксируется в любом положении. Ну вот, получился такой полирольный станочек. Я понимаю, что можно вот таким кругом его зажать в дрель и полировать. Да, если надо отполировать вещь, ту, которая неподвижная, тяжелая, то да, вот с таким надо тогда, с дрелью. А когда полировать вещи такие, типа как нож и так далее, то лучше, чтобы он был всегда у тебя под рукой. Просто кнопочку нажал и полирую. А на круг войлочный такой любую пасту полирольную накладывай и полируй. Вот и все, и работает вот. Полирольный диск наш, войлочный, на него не должна попадать никакая грязь. По-другому, когда на него грязь попадет, ты начнешь полировать, и у тебя будет вместо полировать, будет царапать твою деталь. Так вот, я буду делать так. И надеваю защитный наш кожух на наш войлочный круг. И он у нас уже защищен от грязи. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.